подглядывать вопросы, мне задавать будут, соответственно, кто дописался до меня. Ну что? Да, доброго дня. Дорогие друзья, как нас слышно, это доктор Владимир, детский врач, иммунолог, аллерголог, можете представиться. И консультант по грудному вскармливанию. Потом я расскажу по ходу событий, для чего мне понадобилась эта специальность, консультант по грудному вскармливанию. Вот. Самая интересная тема у нас это Новый год. Ну и, соответственно, каждый Новый год у нас у нас происходит то же самое. Это как год сурка, я его так называю, то есть заболевания, эпидемии, какие-то сумасшедшие повторяются, вот они с декабря, с 20-го, что самое интересное, какая-то сакральная непонятная цифра. Да? Да, я расскажу об этом. С 20 декабря? Да, нумерологи сейчас подключатся вот так вот, ладошки потрут. Ну, вот, да, с 20-го начинается, 20 декабря каждого года. Вот, 23-25 это все дело накручивается, усиливается, как снежный ком. Это младшие, начинают дети младшего возраста, 3-5 лет, вот так вот. А 27-28 это уже старшие классы, это уже даже дети с вузов, ну как с вузов, там 16, 18, 17 лет. Вот, и, ну, дальше, понятно, подключаются это родители, это уже дальше терапевты у нас в мыле скачут, прыгают. И вот как так получается, что каждый год одно и то же возникает. Вот это вот на самом деле интересный такой вопрос. И второй вопрос, понятно, что как избежать этого. Вот, потому что каждый год это ужасная засада, люди хотят праздновать, они болеют. Ну вот такая вот своеобразная. Да. Дорогие подписчики, кто только зашел на прямой эфир, у нас детский врач, иммунолог, аллерголог. Консультант по грудному вскармливанию. Консультант по грудному вскармливанию даже. О, да, двое детей у него прекрасных. Да, 2 крошки картошки. Да, так что можете задавать вопросы, которые вас интересуют о здоровье и взрослых, и детей, правильно же, да? Да, взрослые, дети, может быть что-то по, так скажем, аллергии, что касается Нового года. Вот. Меня как консультанта по ГВ даже такие вопросы задают, что а можно на Новый год нам шампанского, мама? Да. Сразу острый такой вопрос, и я его обостряю принципиально. Почему? Потому что алкоголь это наркотическое средство по международной фармакологической классификации. Вот скажи пару слов про алкоголь, скажи, пожалуйста. Вот это же, вот, как принято пить за здоровье, это же не здоровье. Дело в том, что, да, говорят, это философский вопрос или не философский. Когда мы переходим сразу на биохимию, на состав, того, что мы изучаем, соответственно, у нас философия исчезает, и все становится очень, как говорится, ясным, прозрачным. Вот. Дело в том, что алкоголь, прям учебник фармакологии открываете, и там смотрите, спирт, есть такой раздел, где спирты всякие. Этил и спирт, это по международной фармакологической классификации, это наркотическое средство. Вот и все. Дальше уже, я думаю, больше никому ничего не нужно рассказывать. Все очень просто. Вот, поэтому насчет того, что стоит, не стоит, ни при ГВ, ни если у вас нет ГВ и так далее, ни при беременности, ни вообще просто, так скажем, никому, ну, по логике, наркотическое средство не рекомендуется. Продаются ли наркотики в магазине? Конечно, продаются. Просто разрешенные, не разрешенные. Но это такой вопрос, вроде праздничный, а вроде бы, и видите, обострил немножечко его, так скажем. Вот, но по-другому и нельзя. То есть логика, правда, она должна, как говорится, быть в основе. И, ну вот, пока готовят вопросы, я расскажу, как вообще я сталкивался впервые с этими самыми явлениями, то есть новогодние вот эти сумасшедшие заболевания. Дело в том, что когда я начинал работать, мне сказали, во-первых, так, товарищ, можешь успокоиться, первый год проваляешься на больничном. Вот, может быть, на вторые, так скажем, полгода выйдешь, там пару месяцев отработаешь и все. Вот, ну и, соответственно, я с такой сумасшедшей, такой, так скажем, сумасшедшим ритмом педиатрическим столкнулся, когда много вызовов, много болеющих, и вот вроде бы все спокойно, нормально. Вот у нас и в декабре бах, вот это 20 декабря, какое-то сакральное там число, нумерологи, да, там подключится. Вот, и начинается. Я вот думал, вот, почему таким образом именно все происходит. Вот, и на самом деле все до смешного просто. Ну, не знаю, может быть, кто-то догадался, даже интересно. Дело в том, что 20 числа
У детей, ну начнем с самого младшего возраста. У детей это утренники, стишки, песенки, выступления. Вот, соответственно, все родители, вот честно говоря, все родители, которые что-то где-то пропустили, им говорят, принесите справочку. И ко мне приходят дети с бронхитами, и на платное, так скажем, и в платную клинику, и бесплатную. В принципе, картина одна и та же. Дайте нам справочку, у нас все нормально, все замечательно, нас даже слушать не надо. Слушаю, у меня даже был такой случай. Первый, второй, третий, четвертый, пятый человек с бронхитом, прям все. Конечно, я их торможу, говорю, так и так, давайте выздоравливайте. Вот, а потом выходим, иначе вам что-нибудь еще такое с запасом дадут. Вот. И, соответственно, родители идут к другим педиатрам, к хорошим педиатрам, вот, и выписываются. И что происходит у нас в садике? Ну, понятно. Один с соплями, другой с кишечной инфекцией, у одного вирус, у одного просто ОРЗ, у третьего грипп. Он там процетамол ему дали, но нам просто стишок почитать. Вот. А суть в том, что у кого-то кишечная инфекция, и вот такая не просто они пришли, вот, так скажем, началось все с чего? Пришли каждый со своей, так скажем, инфекцией. Всем нужно срочно, хотя бы на полчаса. Вот. И у нас получается, в общем-то, микс-инфекция. То есть такой котел заболеваний. Вот. И, соответственно, что у нас получается? Вот эти заболевшие дети боятся все открыть окна, сквознячок будет, еще простынет. И получается у нас такой концентрат взвешенных всех этих самых инфекций. И 20 числа у нас садик 3, 4, 5 до 6 лет, прям все сразу уходят, через 2-3 дня у нас все. У нас такая сумасшедшая вспышка, что в садике потом остается до Нового года 2-3 человека. Это прям стандарт. То есть это если для кого-то, кто смотрит на там, врачей, на педиатров внешне. Вот. Кстати, наверное, такие, кто подскажет вот это по этой ситуации, это, наверное, воспитатели. Потому что у них там, они это видят картину изнутри, у них 2-3 человека из 20, из 30, там, если это, так скажем, госсадик, это остается там 4, 5, 7 человек максимум. Вот. А если школа, чуть-чуть позже ситуация надвигается. То есть 25-27 числа. Почему? Потому что они просто позже празднуют. Вот таким образом. Вот тут вопрос задали, как не отравиться, когда летишь в Египет? Как не отравиться? Ну, брать бутилированную воду, брать антисептик маленький. То есть если 200 мл, понятно, не пропустит, но он нам и не нужен. Вот. Питаться какой-то своей едой, готовить свою. Почему? Потому что здесь своя микрофлора, она довольно-таки агрессивная для жителей других стран. То есть какую бы страну ни взять, если мы летим, есть такое заболевание, болезнь туриста. Кто с этим связан? Те, кто занимается каким-то, я не знаю, работа, которая связана у людей с перелетами. Спортсмены, кстати, вот они часто, у них сборы, тренировки, разный климат, вот, и, соответственно, они встречаются с болезнью туриста. Вот, поэтому вода, еда, желательно, чтобы была под контролем. Вот таким образом. Ну, обработка рук обязательно. Да. Тут недавно приехала подписчица, с ней встречалась тоже. Она говорит, Вика, 3 дня вот прям вообще в туалете сидела и дома ну, вообще. Вот, да. Самое печальное, что не помогают те средства, это нефроксазид, вот эти вот энтерфурил, которые используются в Европе. То есть там 2-3 дня и уже выздоровление. Понятно, что 7 дней нужно пить, если антибактериальная инфекция. 7 дней, да? 7 дней, да, потому что бактерия должна исчезнуть и больше вас не беспокоить. Но именно в южных странах, в Африке, в основном причина инфекций ну, часто очень амеба. Вот. И она не убирается таким простым способом. То есть используются совершенно другие, более такие агрессивные антибиотики. Ну, к сожалению, да. Поэтому... Вот, и то есть получается сейчас как бы каникулы впереди, дети должны быть как бы, ну как вот... Они могут праздновать без болезней. Да, вот как праздновать без болезней? Самый простой принцип, который, наверное, многих не устроит, это пропустить праздники. Если вы болеете, то тем более не надо. Если не болеете, ну если прям сложится, все звезды в один ряд там выстроятся, все планеты, то воспитатель, во-первых, врач не допустит больных, что нереально, да, врач не допустит больных, либо родители договорятся. Дальше что произойдет?
чудо, воспитатель откроет форточки, проветрит помещение. Все дети, которые заболели и пришли, понятно, что все пришли на 5 минут, только стишок почитать, но все задерживаются. Вот те, кто заболели, они таки домой пойдут, без, так скажем, продолжения банкета. Ну и в принципе, и после вот этих вот праздников желательно промыть носик. Просто физраствор или гипертонический раствор. Ну, физраствор, в принципе, достаточно. То есть мы механически носоглотку промываем. Ну и понятно, что на праздник не идите голодными. Понятно, что в наших странах, где был Голодомор, это Украина, Россия, там СНГ, вот, у всех такая традиция, на праздник голодными, ни в коем случае. Кстати, очень такую интересную заметку скажу, которая спасет многих. Вот. И в прямом, и в переносном, так скажем, смысле. Дело в том, что я обучался также у специалиста-инфекциониста. Она была заведующей лабораторией, капитан, так скажем, капитан медицинской службы, да, вот такое вот интересно. Она заведовала лабораторией особо опасных инфекций. И вот такую вещь она мне сказала, которую прям многие там ушами хлопали, а я запомнил. У них есть инструкция. Каждые 45 минут им подается сигнал. Каждые 45 минут они пьют чай и какую-то печеньку там закусывают. И, ну, и, соответственно, зачем? Дело в том, что ну, кто физиологией увлекается, физиологией человека или, в принципе, просто физиологией, как-то с этим сталкивался, а может быть даже, так скажем, мы с этим сталкиваемся еще, знаете, где? Не только где-то там в медицинском вузе, но и в жизни. То есть мы сдаем кровь, и нам говорят: так, товарищи, пожалуйста, пить воду можно, а ни чая, ни кофе, ничего не ешьте за 2 часа хотя бы. Лучше вообще просто натощак, за 8 часов. Вот, почему? Потому что возникает физиологический лейкоцитоз, у нас лейкоциты, нейтрофилы, все вот эти вот полезные, так скажем, клеточки защитные, они выбрасываются в кровь. Желудочный сок начинает выделяться, и организм уже готов к различным видам инфекции, он такой, так скажем, ну, наготове, в общем. И, соответственно, вот это самый простой способ, то есть не идти голодным, хотя бы что-то перекусить, конфетку, печеньку, что-то такое заживать. Вот это помогает на самом деле. То есть физиологический лейкоцитоз, выделяется интерфероны в крови, и желудочный сок, который перерабатывает все эти самые бактерии вредоносные. Вот. И, соответственно, человек более готов к этим самым инфекциям. К инфекциям. Кстати, очень я наблюдал, вот исследования я проводил, потому что работа у меня тяжелая. Вот, ну, у медиков, ну, не только у медиков, понятно, я про свою работу просто сейчас рассказываю. Вот. И когда она перегружена, интересно же исследовать. То есть, если мы не исследуем, если мы не развиваемся, то нам на самом деле сложнее работать. И мне было интересно, я проводил свои исследования по многим таким захватывающим вопросам. Как болеют дети, которые поели перед кишечной инфекцией, и как болеют те, кто были голодными. Вот. И, соответственно, те, кто перекусил перед, так скажем, инфицированием, перед встречей с таким сопливым и больным коллективом, вот, перекусившие болеют легче. Вот такая интересная закономерность. Те, кто на голодный желудок, у них более агрессивно все это протекало. Обычно так. Вот такое интересное открытие, да. А тот же самый принцип. Кишечная инфекция попадает, то ли она попадает, когда уже организм начал перерабатывать, уже соляную кислоту выделил, вот, то ли он попадает ну, относительно пустой желудок. Там не соляной кислоты, не агрессивная, среда не такая агрессивная, и, соответственно, бактерии такие легче проникают и агрессивнее действуют. Да, вопрос. Кто-то чаще болеет, кто-то реже болеет, ты ответил, да, то что вот. Кто-то чаще, кто-то реже, да. Это вообще такой глобальный вопрос. В чем причина? Причина очень интересная. Я вообще занимался именно вот, я веду научные исследования по этому вопросу. Кто-то чаще, кто-то реже. Есть 2 категории. Вот представьте себе момент такой, прям скажу и запомните на всю жизнь. Представьте, вот я захожу в квартиру. Через 3 секунды я понимаю, что родители часто болеющие, дети часто болеющие. Каким образом? Вот сейчас подумайте, может быть, у вас уже в голове сложится, так скажем, какие-то критерии. Выходит мама либо папа в теплых тапочках, в носках, в свитере,
Вот. То есть их организм всегда такой в тепле. Он не готов к перепаду температуры. Понятно, ребенок то же самое, потому что от нас все идет к детям. Вот, все заболевания начинаются не с нас, не с детства, а с родителей. Понятно, что. Ну и, соответственно, смотрю запотевшие окна, вот, коврики везде. Вот, ребенок, если такой спокойненький, часто болеют такие полненькие дети с розовыми щеками. Да? Вот. Это прямо часто болеющие 100%. Если окна закупорены и там аж испарено на окне, все это часто болеющая вся семья. Вот. Редко болеющие это наоборот. Окна расхлебянины зимой, у детей штанишки, кто-то вообще в трусиках, кто-то вообще потерял их, понятно, дети бегают маленькие, это допустимо. Вот эти дети редко болеющие. Никаких свитеров, ничего такого нет. То есть нельзя переутеплять, получается? Да, есть вот такая интересная семья, кому, вот сейчас я кому-то делаю подарок на миллион, прям вот реально, не знаю, может рублей, долларов, гривен, кому как нравится, да. Есть такая прекрасная семья, они участвовали в научно-исследовательной работе, ну и сами тоже как для себя они это больше делали. Это семья Никитиных. Вот есть даже сайт семьи Никитиных. Кому интересно, вот зайдите, либо комментарии пишите к видео, к эфиру, и я сброшу эти необходимые ссылки, постараюсь. Вот, Виктория, я отправлю, и, соответственно, ознакомитесь. Они проводили работу, что делает нас часто болеющими, что нас делает редко болеющими. Вот, семья, ну, понятно, это все хорошо. Кстати, отец занимался исследовательской деятельностью, инженером, вот так инженеры в медицину лезут, слава богу, кстати, периодически. Вот, и их еще курировал, гениальнейший человек, который у нас в истории в черном списке, у нас многие гениальные люди вычеркнуты, так скажем, из истории, это Илья Аркадьевич Аршавский. Он создал лабораторию возрастной физиологии, как развиваются дети, как развивается организм, что провоцирует частые заболевания, что делает нас, так скажем, относительно неуязвимыми к различным заболеваниям. Вот. И вот они вместе проводили эти самые исследования, он за ними наблюдал. У них в коллективе было около 5000 семей. Представляете себе объем, то есть исследования этого? И вот они вместе наблюдали, как реагируют дети на холод, на коврики, на теплую одежду, на одежду, которая по минимуму. Вот. И будет интересно многим зайти на сайт, там есть и видео. Вот. И я проводил тоже исследования в этой области, то есть дети, которые редко болеют, вот прям, видите, часто болеющих я сейчас обозвал. И вот редко болеющие дети это совершенно наоборот. То есть окна открыты, легкая одежда, вот таким образом. И никаких носочков, там, тапочек, чего-то такого нет. А почему так? Вот это интересно. Соответственно, дело в том, что семья Никитиных, и не только, они даже праздник такой устроили, то есть рождается новорожденный, вот, и праздник запуска сосудодвигательного центра. То есть в нашем головном мозге есть сосудодвигательный центр. Что он делает? Он наши сосуды, которые расположены у нас по всей поверхности кожи, сжимает, сужает, расширяет, сужает, расширяет. Если сосуды сужены, нам холодно, ребенок идет, допустим, либо мы его раскрыли, вот разный возраст возьмем, взрослого даже человека тоже возьмем, вот ножки там стали беленькими, похолодели, мраморный оттенок, прекрасно. То есть организм среагировал, то есть сосуды на нашей коже сузились, поменялся, понятно, что цвет, и организм уменьшает теплоотдачу. То есть это такая тренировка, представляете себе? То есть мы тренируем, думаю, что мышцы тренируются вот так вот, штанги, гантели, нет, на самом деле вот и у детей, и у малышей, и у новорожденных сразу включается вот этот еще и мышцы, которые расположены в наших сосудах. Вот. То есть сразу раз, холодно, либо градус немножко снизился, у нас сосуды сжимаются. Если жарко, соответственно, сосуды расширяются и теплоотдача увеличивается. Вот, если не запустить вовремя, так скажем, терморегуляторный сосудодвигательный центр, они связаны, то у нас ребенок, так скажем, будет часто болеть. Что у нас будет, если мы в инкубаторе? Да. Понятно, что организм не готов, так скажем, сохранять тепло в нужное время, а в нужное время отдавать. Кстати, а что насчет теплоотдачи? Это когда мы одеваем ребенка, как в инкубаторе, а ребенок продолжает потеть. Да, вот то есть нужен такой холод, всегда прохлада легкая, да? Да.
Запомните, дорогие подписчики, что очень важно. Холод, голод и покой. Холод, голод и покой, да? Шучу, конечно, на самом деле. Прохлада, да. Прям эта семья, семья Никитина, очень интересная, если бы не начались такие ковидные дела, мы на самом деле даже встретились. Хотел я вот с ними встретиться, может быть, как-то онлайн встречу, потому что они в Подмосковье живут, вот, и не удалось. Я уже с ними списался, договаривался. Вот. Написали они несколько книг, правы ли мы. Вот. Ваш малыш может не болеть. С Ильей Аркадьевичем Аршавским вот они написали книгу. И в конце книги они прям вот там в конце резюме идет и что делать. То есть там по снегу бегать босиком, не знаю, каким-то моржеванием заниматься. Нет, они говорят, главное, мы адекватно должны одеваться, адекватно одевать своих детей, чтобы организм немножко сам контролировал теплоотдачу, так скажем, и сохранение тепла. Если мы этому обучаемся, так скажем, обучаем наш организм, организм наших детей, даем небольшую нагрузку, ну, соответственно, у нас уже не будет переохлаждения, вот, и перегрева, соответственно. Да, да. Так, следующий вопрос. Вот такой у нас тут в нашем порядке дневном. Так, следующий вопрос. Правда, что вы не только педиатр, аллерголог, но и специалист по грудному вскармливанию? Да. Как вот так? И то, и другое, и третье? Это вот... На самом деле вопрос такой интересный. Дело в том, что когда я был педиатром в начале, то есть своего пути, я встречался, сначала я научился справляться с такими острыми заболеваниями. Потом мне повстречались дети, которые длительно кашляют, долго болеют. Я понял, что я совершенно не могу с ними справиться. С этими детьми что сделать, куда отправлять, совершенно непонятно. Годами мучаются, часто длительно болеют. То есть родители на больничных из-за детей, понятно, что по заболеванию детей. Сами родители тоже на больничном годами. Что с этим делать? Вот я изучал этот вопрос. Часто длительно болеющие взрослые дети. Соответственно, я нашел ответы на данный вопрос в аллергологии. И вопрос по грудному вскармливанию тоже у меня, вот я так скажем, педиатр плюс получился, да, такой. Меня мамочки спрашивают, на улице такие встречаются с детьми и говорят, так, товарищ педиатр, а как мне кормить ребенка? Да я откуда знаю, у меня же нет груди. Вот, и, соответственно, я говорил мамам, и вот дальше интересный такой поворот, говорил то, чему меня учили, то есть профессуру в институте, в ВУЗе медицинском. Вот. Но мне всегда интересно было, ну вот, а кто вот мы этим не занимаемся? То есть у нас нет каких-то дополнительных предметов и основных даже по грудному вскармливанию. Ну как так вообще? То есть я медик, вот я педиатр, вот он ребенок, сися рядом, ну вот, а я не знаю, как кормить. Ну реально, то есть как бы я знаю, но соответствуют ли истине эти вопросы? Нам, то есть, говорят, что надо способствовать грудному вскармливанию. Давайте способствовать. Как способствовать? То есть есть даже такие юмористические эти самые. Ну давайте способствуйте. А как это все? Да. То есть должны быть конкретные механизмы, конкретные знания, конкретные умения, техника и так далее. Вот, и как мне маме ответить так, чтобы не перестать вредить, как все педиатры. Все педиатры мира, на самом деле. Потому что я читал, да, самые большие вредители это вот мы. И акушеры. Это наши друзья. А почему акушеры? А потому что они сразу дают, вот родился ребенок, весь такой классный, а у вас нет молока. Ну откуда же он появится? Сначала же молозиво идет. Да. Там все эти самые полезные вещества, у ребенка запас энергии, бурая жировая ткань, там питательных веществ достаточно на 6-5 дней. Да? Если ребенок не будет есть, представьте себе, он, то есть от голода ничего не случится. Серьезно? Да, были такие землетрясения, всякие экстренные случаи. Роддома откапывали эти родильные, так скажем, отделения, где малыши находились. И представляете себе, что они были не в критическом состоянии. Вот. Почему? Потому что бурая жировая ткань дает нам энергию. Огромное там содержится количество энергии. Не такая, как в нашей обычной жировой ткани. Именно бурая жировая ткань. Вот. И питательные вещества.
соответственно. Поэтому, если ребенок съедает какие-то капельки, во-первых, там больше калорийность, это первое. Во-вторых, подождите, не спешите. То есть ребенок питался через пупочек, через пуповину. Вот. И тут у него сразу меняется механизм питания, это через рот. Соответственно, ему нужно как-то адаптироваться. Вот. Поэтому сразу в роддоме не ждут этой адаптации, сразу дают. Дайте, вот прям в рюмочках таких маленьких стаканчиках дают 50. А ребенок не выпивает эти самые 50. Ну, потому что у него желудочек с наперсток. Он выпивает 2-3-5. Ой, плохо, давайте чаще давать. Там здесь не хватает, то есть при грудном вскармливании груди не хватает. Здесь он не ест. На грудном вскармливании все, и паника пошла. Вот, и у нас нет такого на самом деле курса, это было бы очень круто. Если бы были еще специалисты по грудному вскармливанию. Вот. Соответственно, я изучал тот вопрос, что же на самом деле поможет мамам, как запустить грудное вскармливание, нужно переживать или не нужно. Вот до сих пор вот в институтах неправильно рассчитывают набор массы тела ребенка. Представляете себе, вот, ну, самая такая простая вещь, то есть ребенок родился 3 килограмма. Вот. И за первый месяц он должен набрать там 600 граммов плюс-минус. И представьте себе ситуацию, там есть физиологическая потеря массы тела ребенка. Это один потерял 150 граммов, а другой потерял, к примеру, 400 граммов. И вот прибавка считается относительно рождения или относительно потери. Вот правильно специалисты по ГВ считают относительно потери. То есть мы учитываем вот эти вот прибавки и убыль массы тела, это правильно. Вот. Дальше натирать грудь вафельным полотенцем, чтобы сосок нагрубал. Вот это жесть, конечно. Прикладывать только сначала к одной груди, потом к другой. Это самые ужасные рекомендации, за которые мне стыдно. Но с другой стороны, стыд это двигатель развития, двигатель жизни. Да? Вот. Поэтому я так вспоминаю, хватаю за голову и думаю, ну до сих пор же учат наших студентов. Ну вот этому. И что с этим делать? Ну, я не могу с этим делать ничего глобально, я могу вот сам развиваться и рекомендовать, то есть давать рекомендации мамам и рекомендовать каких-то классных специалистов по грудному вскармливанию. Вот, у мамы, знаете, кстати, 4 груди. Вот, никто не знает, а по факту так. У какой мамы? У любой. Представьте себе, мало у нас с молока, представьте себе. Вот, приложили к одной, здесь молочко добавляется. То есть наш организм говорит, сейчас мама будет другой грудью кормить. Прикладывает другой груди, то есть здесь мало. 10 мл всего или 5. Вот представьте себе ситуацию, вот мало выпивает. Мы покормили одной грудью, взвесили, ой, ужас, 10 мл. То есть ребенок совершенно не прибавляет, все, надо на искусственное переводить. Мы на другую грудь, то есть вторая грудь, кстати, и здесь 5 или 10 миллилитров. Пока кормим уже второй грудью, у нас готова условно третья. Почему? Ну вот пока кормим одной, наш организм говорит, да, давайте еще молочка, раз ребенок требует. И вот так раз, два, три, 4. Вот представьте себе, оказывается у нас не 5 миллилитров или не 10, а целых 40. И вполне себе достаточно, то есть для ребенка. И вот эти вот контрольные взвешивания, они такие, самое вредное, что существует, это контрольное взвешивание, нагрубание вот этого соска и вот эти кормления по 2,5 часа, четко вот так вот. А если ребенок там мало поел, а здесь больше хочет. И вот такие вот моменты, они совершенно не учитываются. И я для чего стал обучаться на консультанта по грудному вскармливанию, на базе ассоциации консультантов по естественному вскармливанию я обучался, практику проходил. Кстати, ковидное время вообще дурное было. Вот. И очень мне это помогло. Ну, самое главное, я перестал вредить маму в таких масштабах, как вредил. Вот, заметил ошибки других специалистов, смог рекомендовать уже специалистов-консультантов по ГВ, которые уже принесут, так скажем, пользу мамам. Вот представьте себе, мама мучается 2 недели. Вот это самое классное, что прям радужное, что меня прям вдохновляло. Мама мучается 2 недели, не может кормить, у нее там трещины на сосках. Прикладывают, ужасная боль. И представляете, я как педиатр не знаю, как прикладывать. А как консультант по ГВ я подсказываю технику. Вот.
И через 2 секунды мама с такими удивленными большими глазами, удивление, радость, во мне не больно. Вот. И вот эта техника очень помогает. То есть какие-то простые вещи, знания, которые за 2 секунды прекращают страдания, которые были в течение 2 недель. Ну, вот такие самые основные моменты, очень важные. Шикарно. А как вы справляетесь, как вот вы сами себя подготавливаете, чтобы не болеть? Такой вопрос. Вообще научной деятельностью исследовательской я занимался, больше, наверное, исследовательской, потому что научная идет под стол, а исследовательскую мы используем. Вот. Было интересно. То есть, что делать, чтобы не заболеть? Потому что мне сказали, ну вы как педиатр будете болеть целый год, и все. Прям вот железно. Я первый год вообще не болел. Но однажды меня очень зацепил кашель сопли. Вот. И никак, вот этот кашель длился, я думаю, да что ж такое? И у меня была просто сумасшедшая нагрузка. У нас педиатры ушли на Новый год 20 числа, все, прям нумерология в топе. 20, 23, 25 декабря у нас педиатры валятся, терапевты валятся, узкие специалисты валятся. Начинаются всякие там карантины, запоздало, понятно что. А у меня 4 участка. Вот я когда на ГОС работал, так скажем, поликлинику, 4 участка, это на минуточку, представьте себе, это нереально вообще просто. Ну, у меня велосипед, у меня вызовы, кстати, зимой на велосипеде, да, шиповка у меня была. Велосипед, вызовы, вот они, представьте себе, у вас 5000 детей, это вообще нереально просто это. И 4 километра вот так по окружности, вот эти дети, которых температура 40-41, 39, 40-50 человек, вот они меня все могут заразить на самом деле. И что мне было делать? Вот. Я до этого еще изучал, я за несколько лет до, так скажем, такой деятельности профессиональной, педиатрической именно, изучал, что делать, чтобы не болеть. И вот, и самые такие простые методы, как активное движение, распорядок дня, чтобы вы не перенагружали свою нервную систему, так скажем, и физически не перегружались. Обязательно, то есть спать, вставать в определенное время, высыпаться. И такой момент, который меня ошарашил, на самом деле, потому что я это технически знал, что это работает, но вот так вот применить, когда у меня заболевание, так скажем, вот кашель меня зацепил очень сильно, и, ну, сопли, самое простое. Кашлял я 2 недели, наверное, вот эти вот новогодние, предновогодние, и решился, что вот я, понятно, что работы много, но надо и о себе позаботиться. Соответственно, я поехал на тренировку и в сауну. На следующий день просыпаюсь. Понятно, что у меня не выходной, у меня очнутся просто пару часов, выпиваю побольше жидкости и понимаю, что кашля-то нету. Ну давай подключим этот. Да, кашля нету. Почему? Потому что сауна сработала. Вот, на самом деле, многие так подумают скептически, сауна это, ну... Я подключу. Да. Сауна, что за бред? Вы удивитесь, но у финнов есть клинические рекомендации медицинские, в которых именно прям по градусам, по минутам расписано, что нам делать, чтобы не болеть. То есть у белорусов есть документ официальный реабилитация часто болеющих детей. Прямо вот сейчас можете либо задать вопрос в комментарии, что делать с часто болеющими детьми. И вот помимо различных рекомендаций там присутствует и баня, и присутствует также сауна. Но что самое интересное, и каким образом вот она подействовала. Я думаю, заядлые банщики, наверное, какие-то моменты, может, знают, может быть, по опыту, понятно что. А вот как биохимически действует вот сауна, на самом деле, это интересно. Вот представьте, чистая физика, просто погибают бактерии под действием высокой температуры. Вот, кстати, вот, то есть подышали мы носиком, подышали горлом, и все, бактерии, которые у нас в носоглотке, аденоиды, миндалины, они подавлены во всяком случае. Это первый механизм. А второй механизм интересный, на который
многие не обращают внимания. То есть у нас при высокой температуре говорят, ну не сбивайте температуру, интернет заработает, интерферон заработает. Интерферон это вот всякий анаферон, вот это все детям дают, взрослые пьют, соответственно. А у нас в организме его достаточно, даже более того. И выделяется он у нас высокая температура. Почему некоторые врачи, ну значительная часть врачей, так скажем, борются, некоторые говорят сбивать, некоторые не сбивать. Интересный вопрос. Да, неоднозначный. Вот. И, соответственно, почему же так? А потому что выделяются те самые интерфероны, альфа, бета, гамма и так далее. Ну, самые такие основные перечислю. Вот. И у них эффект антибактериальный и противовирусный. Вот. И получается, что в бане это сама температура, это такое воздействие, погибли бактерии, так скажем, вирусы. И второй механизм это уже воздействие нашего уже самого организма, это интерфероны. То есть выделяется, и все, вирусы, бактерии гибнут. Вот. Мне вот говорили товарищи из Финляндии, что у них там очень часто либо на, так скажем, компаунд, микрорайон, обязательно сауна. Либо на первом даже этаже дома обязательно. Где-то 15 минут посидят, и потом уже все остальные дела. Вот так-то интересно. То есть эффективная вещь и в финских, и в белорусских рекомендациях, в официальных документах медицинских это прописано. Вот самое интересное, да. Вот. Что еще, кстати, помогает, это активное движение. Да ты что? Да, то есть... Понятно, как представители физической культуры могут подтвердить. Да. То есть организм, так скажем, настоящее болото, оно всегда какими-то там бактериями покрывается. Организм, который постоянно в движении, ну и спортсмены. Кстати, у меня рекордсмены, знаете, меня окрылили впервые, это спортсмены, дети-спортсмены. И дети спортсменов. Что такой вопрос нам задали, очень полезно про грудное вкармливание, особенно когда сосок в кровь, и как хранить, что такое сусло? Сосок в кровь. Сосок в кровь. Да, это интересный вопрос. В случае чего у меня есть и онлайн специалисты по грудному вскармливанию, и сам я консультирую. Вот, но, так скажем, я педиатр плюс, а есть специалисты, которые прям вот этим полностью погружены в грудное вскармливание. Когда сосок в кровь, это, конечно, ужас. Это, скорее всего, не глубокое прикладывание. Первый момент. Второй момент. Это не учитывается, к большому моему сожалению. Каждая мамочка важна. И вот тем более мне очень, так скажем, неприятно, что на это общество не обращает внимания. А у детей есть не одна уздечка, а их 3. То есть педиатр знает обычно одну. А есть еще, то есть уздечка нижней губы, верхней губы и языка. Если короткая уздечка с стороны, то есть ребенка, языка, верхней и нижней губы, то у нас неполный получается обхват соска, неглубокий обхват. И получается, представьте себе, вот я возьму вас и ущипну, так больно будет. А если вот так, уже не будет болезненности. То есть там поменять прикладывание, это самое первое. Отработать с консультантом ПГВ, грудному вскармливанию, то есть прикладывание, прям замечательная вещь. Если у вас есть возможность, кстати, в Хургаде есть консультант по грудному вскармливанию, который и выезжает, и онлайн-консультации дает. Если вы, то есть, находитесь в каком-то другом населенном пункте, я думаю, во многих местах есть консультанты. И в Хургаде есть консультант по грудному вскармливанию, детский массажист есть, именно детский. Вот. И то есть такие очень-очень важные моменты, да, приложить, вот она больше этим занимается, это где-то в течение часа прям отрабатывается. Сама показывает на кукле, на маме, с мамой, в таком положении, кверх тормашками. Совершенно по-разному. Пока вы полностью не будете уверены, что у вас все получается, обычно это час-полтора, а то и 2 часа. Вот она прям прикладывает. Ну, соответственно, я как врач, многие вот нервничают, когда вот мужчина там выезжает. Но вот у меня есть, так скажем, в рукаве и консультант по грудному вскармливанию, которого я могу порекомендовать и обратиться. Вот, соответственно, мамы могут с этим вопросом. Можно использовать ланолин. Это жир, который вот быстро, так скажем, восстанавливает вот эти вот трещины на сосках. Ни в коем случае нельзя мылом обрабатывать, сразу скажу. Ни в коем случае не мните молочные железы. Не надо мять железы.
никакие, не щитовидные, не молочные, никаких ударных, вибрационных, выжимающих движений. Это прям вот самое-самое основное. Ясно. Если не получается, обращайтесь к консультанту по грудному вскармливанию. Выберите топового, дорогущего, не знаю, главное, чтобы это было эффективно. Вы сэкономите ориентировочно 70 тысяч гривен, 150 тысяч рублей, прям вот запросто. На одной консультации. Каким образом? Если вы на грудное выходите в вскармливание, соответственно, вам не нужно смеси покупать. А смеси сейчас стоят столько, что хоть за голову хватайся. Вот, соответственно, их размешивать, их греть, подойдет, не подойдет. А вот прям индивидуальный такой подход. То есть ваш организм, плоть от плоти, генетика близкая. Соответственно, для ребенка это самый лучший состав грудного молока. Соответственно, смеси какие-то могут не подходить. Вот, какие-то смеси, то есть вызывают, так скажем, и стул нарушается, и не усваивается, а грудное молоко практически всегда усваивается. Вот. Кстати, бывают такие интересные случаи, сейчас сразу удочку закину. Ребенок не какает 5 дней, 4-5 дней, все в шоке. Оказывается, молоко полностью просто усваивается материнское. Вот такое бывает, да. Да? То есть мы как педиатры с таким сталкиваемся. Я обращаюсь к консультантам по грудному вскармливанию, которые так параллельно со мной работают. Понятно, что я не все успеваю. Я лучше порекомендую тогда специалиста. А мне говорят, да нормально все. Ребенок просто все, так скажем, усвоил. Вот такие интересные моменты по грудному вскармливанию. Еще вопрос есть. Что вы скажете о том, что наши дети носят синтетическую одежду и приходят с улицы буквально мокрые? Вот это засада, да. Тут такой момент. Самая классная одежда, но в зависимости от того, где вы живете. Если это север, ну сейчас, понятно, русскоговорящие где угодно живут, это вообще вся планета. Если это северные регионы, Норвегия, Финляндия, там, Швейцария, не знаю, где вот зима есть сейчас уже, Россия, понятно, Украина, то, соответственно, классно выручает очень мембранная одежда. Мембранная одежда и хлопчатобумажные футболочки. Вот, вспотел, значит, футболочку меняем. Понятно, что ни на ветру, ни на улице. Зашли в помещение, поменяли, высушили волосы и себе, и ребенку, потому что про себя тоже не забываем. Вот, и, соответственно, чтобы у нас не было потом сразу переохлаждения. И нужно помнить, что есть одежда движения, одежда покоя. У меня прям целый раздел, я сейчас, понятно, исследовательской деятельностью научной занимался, у меня еще, сейчас я готовлю проект целый. Что делать, чтобы часто болеющий ребенок, так и будет называться, часто болеющий ребенок может не болеть. На самом деле можно не болеть. То есть один из пунктов – это одежда. То есть подбираем такую одежду, одежда покоя и одежда движения. Что это такое? Одежда движения, то есть немножечко полегче. Потому что организм выделяет тепло, нужно его, так скажем, избавляться, так скажем, от него, от излишков тепла, от пота. И вот тут помогает либо мембранная одежда, это на севере, либо, если это какие-то южные регионы, это Африка, может быть, какая-нибудь Аргентина, где тепло, Испания. Там самое простое, что можно сделать до смешного, это футболочки, которые вы можете менять хлопчатобумажные и просушивать волосы. А если, допустим, ребенок куда-то едет, вы на машине едете, или вы сидите где-нибудь там в кафе, на улице и так далее, не двигаетесь активно, то там должна быть одежда покоя, она потеплее. Вот. Так, вот еще такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как в Египте помогают детям с диабетом? С диабетом это уже немножко другая история. Как помогает детям с диабетом. Тут в Каире понятно, что существует и школа диабетиков. В Каире, да? Да. Насчет Хургады не скажу. Что есть школа диабетиков. И вообще, как говорится, в зависимости от того, где вы находитесь. Если прям вот местное, так скажем, то это, скорее всего, в Каире. Вот, то, соответственно, медицина в большей степени в Египте платная. Вот, то есть бесплатно оставить помпу с, так скажем, с инсулином вряд ли будут. Хотя и в России тоже такие очереди, там, в Украине, что лучше самому поставить, а потом уже где-то бесплатно сделать. Есть, на самом деле, больше надеяться на онлайн-школы самообразования. Вот часто эндокринологи говорят, что диабетик – это не болезнь, это образ жизни. То есть это правильное питание,
это правильная физическая нагрузка. Вот, соответственно, это подбор с эндокринологом обязательно препаратов. Если часто меняется состояние, колеблется сахар, не надо мучиться, не надо нервничать. Нужно обратиться к эндокринологу. Эндокринолог даже онлайн, кстати. Обращайтесь А к... как понять, когда вот сахар колеблется, как вы Ой, себя чувствуете? знаете, сахара мало, начинает просто трястись. Даже дети, кстати, интересная такая вещь. Пришел ребенок, дитя наше, даже здоровый ребенок, с садика, со школы, и вот он весь такой трясется, весь цуцик. Надо дать конфетку и попить сладкий чай, что-нибудь такое, то есть теплое сладкое питье, либо конфетку, либо шоколадку. Настроение поднимается, ребенок поспокойнее. Ну, а у диабетиков, у кого есть диабет, соответственно, тут жесткий контроль питания и, соответственно, подбор препаратов. Это короткие, так скажем, инсулины короткого действия и длительного действия. И вот этим занимается эндокринолог. То есть я педиатр, аллерголог, иммунолог, консультант по грудному вскармливанию. Вот сон сейчас я изучаю, это очень важный момент. Но вот в эндокринологии и, так скажем, гипертония, кардиология, это уже это чужая вотчина, я лучше порекомендую специалиста. Соответственно, обращайтесь к эндокринологу, которому вы доверяете. Так интересно. Дорогие подписчики, вы знаете, если, допустим, мы сейчас все-таки, мы же не можем там 5 часов говорить, если мы ответим только на час вопросов, понятно, на самые главные, то остальные вы можете написать, и мы... В комментариях. Да, и мы выйдем в эфир в следующий раз. Ну, я имею в виду не прямой эфир, а просто ответим, ну, запишем видео. Видео. То есть получается, да, главный, вот пришли новые люди, вот скажи главные моменты, чтобы не болеть вот, на Новый год зимой. Ну самые простые рекомендации. Вот первое я уже обозначил, да, то есть если вы приболели, ребенок приболел, не старайтесь на Новый год выполнить все задачи. У вас там годовой отчет, догори он с синим пламенем, потому что вот реально вот люди перегружаются, за то хватаются, за это хватаются и, соответственно, не досыпают. И вот эта вот нагрузка такая физическая, эмоциональная, она, то есть кортизол у нас шкалит, соответственно, кортизол снижает наш иммунитет. Стресс, понятно, что усугубляет наше состояние. Это вот я про взрослых людей. То, что про родителей, про взрослых людей тоже не надо забывать, вот, потому что от нас зависит здоровье детей. У детей это обязательно, если вы заболели, не идите читать стишки. Если ваш класс весь был на карантине, что самое интересное, а тут вдруг все такие собрались, все, разворачивайтесь, идите домой. Ну, вот прям самое простое. Если вы, как говорится, в лес пошли к партизанам вашим, вот, у вас окружают кашляющие, после встречи с сопливыми товарищами обязательно промойте носик. Вот таким образом. И находитесь по возможности долго в этом самом коллективе сопливом. Ну вот это самое-самое-самое простое, что можно прям экстренно. Какие-то, если препараты использовать перед Новым годом, ну у нас месяц, кстати, да, можно, да. Это лизаты. Это лизаты, то есть есть всякие лизаты бактерий. То есть это так скажем, это то, что из доказательной медицины. Это те самые препараты, которые сделали, так скажем, осколки, грубо говоря, осколки этих бактерий, попадают в организм, наш организм реагирует так, как будто они настоящие. И вырабатывается иммунитет. При новой встрече с этими самыми опасными бактериями он сразу готов. Вот, и, соответственно, мы так сильно не болеем, а просто, ну, так в легкой там форме. Да. Теперь вот такой вопрос следующий. Вакцинирование или не вакцинированные? Идет спор, кто чаще, реже болеет. Вот этот вопрос интересный, он такой многослойный, как пирог. Да. Мне некоторые такие антипрививочники, они такие, вот так, педиатр, сейчас мы его под орех разделаем. Вот, я так тоже заинтересовался этим вопросом. Эти болеют часто, эти редко. А как же так? Дело в том, что если привиты, то есть то же самое, вот вы все знаете, АКДС, либо Энфанерикс гекса. Это коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция, полиомиелит. Вот, и задумаемся.
Соответственно, защищены те, кто привились от смертельно опасных заболеваний, то есть от которых можно реально просто умереть. Вот. Если вы не встречаетесь, слава богу, то что вы не медики. Часто с этим встречаются, понятно, что те, кто работает в стационаре, в реаниматологии, анестезиологии, вот это ужас, там вообще жесть. Они знают, что это все не шутки, это не игрушки. Вот, и коклюш это никакая не детская, не шуточная болезнь, а это серьезное заболевание с остановкой дыхания иногда. Вот, поэтому, ну, те, кто, ну, так скажем, антипрививочники, они так видят, все плюшево, все розово, все нормально. Вот, а что видим мы? Ну вот, да, на самом деле, от чего? То есть защищены у нас антипрививочники. Кстати, они молодцы, я не буду с ними бороться, зачем с ними бороться. Какие-то классные моменты они прям берут на вооружение, это прям нужно брать, понятно, всем. Они говорят, вот прививки нет, а что можно? То есть осуждаешь, предлагаешь, делай. И вот что же они часто делают? Они берут на вооружение закаливание, профилактику, питье, спорт и бах. И они действительно, понятно, что опасными заболеваниями у нас общество более-менее защищено. Почему? Потому что у нас, так скажем, общественный иммунитет есть. То есть значительная часть пока привита. И коклюш, дифтерия, столбняк, там вот это все, дифтерию поймать сейчас, ну, прям так часто невозможно, как в старые времена в запас рожали детей. Ну, это реальность. Вот. То есть вирусными какими-то инфекциями, соответственно, они не болеют, смотрят на этих самых товарищей, которые привиты, и вот они болеют соплей какой-нибудь там, или желудочно-кишечными заболеваниями, которые думали, что вот мы привьемся, а остальное все как бы фармакология сработает. И получается, что у одних одна, так скажем, сфера открыта, другая, так скажем, они в другом на вооружении, а у других совершенно другая сторона, так скажем, ну, можно сказать, беззащитна. То есть не закаливание, да, мы привились, но закаливание, профилактику, витамины, витамин D тот же самый, активное, то есть движение, нельзя забывать, да. То есть спорт такой интересный. Если в суть заглянуть, то вы увидите картину не такой объемной, как маятник. За, против, за, против. Вы тонкости все эти, вот сейчас я перед вами, по сути, раскрыл, вы их сейчас осмыслите и поймете, что делать, чтобы не болеть, да. Да, вот можно ли маме, кормящей маме, пить алкоголь на Новый год? Ну да, такой вопрос очень часто консультантам по ГВ задают, грудному вскармливанию. И вот многие такие говорят, а можно, а вот сначала вот покормили, потом выпейте, потом к следующему кормлению концентрация снизится. Но я вот вопрос перевожу из области вот этих вот уступок каких-то непонятных взаимоотношений, я перевожу в плоскость такую научную, строго научную. То есть что такое алкоголь? Это по вообще международной фармакологической классификации это наркотический препарат. То есть этиловый спирт – это наркотический препарат. Весь алкоголь это на этиловом спирте идет. То есть если вы хотите там дать немножечко себе и наркотика ребенку, то, конечно, можно употребить. Но если вы сами решаете, то есть я вас за рукав не буду. Ну, то есть вы сами сообразите, да. Так, а вот, может быть, мы отдельно с вами сделаем тему такую, вот как умудряются женщины, которые там выпивать, которые там кормят, они выпивают, во время беременности выпивают, еще курят постоянно. Может быть, мы сделаем, ну, другую, как бы, запись. Такой краткий, да, обзор. Ну, я думаю, да, вы не рассказываете, Владимир, я думаю, что это просто будет интересно, если мы сделаем такое, ну, видео такое, правда же, дорогие подписчики? У бизнесменов целый, мне нравится сейчас вообще такое направление этих самых, у бизнесменов, они в спорт прям все ударились. И почему? Потому что вот алкоголь и всякие вот эти вот, так скажем, подсластители наши, ну в кавычках, жизни, они для чего нужны? Эйфорию дают. А если мы из жизни берем эйфорию из другого, из открытий, из какой-то там деятельности такой активной, исследовательской деятельности, то есть обязательно каждому из вас заниматься исследовательской деятельностью. На самом деле, я скажу, это прям обязательная вещь. Если вы педиатр, если вы домохозяйка, если вы там простой, как вам кажется, человек, каждый человек на самом деле особенный и важный. Вот. Любому нужна вот эта вот исследовательская деятельность. Она дает эйфорию. Спорт дает эйфорию. Если мы даем эйфорию
так скажем, из полезных каких-то вещей мы выбираем себе полезные такие, так скажем, эйфоринчики. Вот, соответственно, мы на них идем спокойненько. Если у нас этого не хватает, то, конечно же, многие вот уходят в такой дешевый вариант. Просто взял вот так, выпил, и вот он эйфорин. А потом депрессия. Почему? Потому что своих уже эйфоринчиков не хватает. Вот таким образом. Вот. Ну да, то есть лучше как-то насыщать жизнь, делать интересное, то, все, другое, третье. Приятностями, да. Да, приятность. Поисковая активность, распорядок дня, ну, то есть ваши открытия, ваши личные. Каждый, кстати, человек может быть исследователем. Это научная деятельность прям обязательно. Вот, это дает прям радость, счастье. Ну вот, и, соответственно, и мы и не депрессуем, не нервничаем, и алкоголь нам особенно и не нужен. Вот таким образом все. Да. И, кстати, исследование интересное, вот такой эксклюзивный материал сейчас я вам дам. Прям для кого-то это будет супер открытием. Для предпринимателей это прям очень часто берут предприниматели консультации, что делать, чтобы не болеть. Вот. У них такой запрос интересный, ну у меня тоже, у меня прям совпадает. Вот. Ну и не только предприниматели, это люди, которые планируют жизнь, так скажем, на будущее. Вот мы лечим пневмонию. Мне интересно вылечить пневмонию не за там, неделю, полторы-две, как это обычно, а за там 2-3 дня. Можно? Можно, да. А вот есть люди такие без тормозов, они мне, так скажем, нравятся. Ну, мы выздоровели, а можно нам не болеть? Я думаю, да, можно. И вот мне интересно, я изучал это, что делать, чтобы не болеть. И вот основные компоненты, так скажем, я обозначу. Вот, правильно одеваться, распорядок дня. Вот мы насчет одеваться раскрыли с вами тему чуть-чуть раньше. Распорядок дня. Не загружайте себя так, чтобы вы прям изнашивали свой организм. Когда засыпаете, когда просыпаетесь, это уже ваш график египетский, не египетский, там, в зависимости, где вы находитесь. Вот. И, кстати, интересно, радость жизни, она улучшает иммунитет. Проводились, то есть исследования, это Аршавский, только не Илья Аркадьевич, а Виктор Вольфович, вот, и Ротенберг, кстати, вот, они проводили исследования, они физиологи, что группа одна, то есть популяция находилась, понятно, что на животных проводилась и на людях потом. А популяция находилась в игре, так скажем, 15-20 человек, они играют там в волейбол, баскетбол, какие-то игры, то есть в помещении с низкой температурой. И люди, у которых, так скажем, какая-то либо нейтральная, либо негативная какая-то информация дается. И заболевают люди, прямо максимально большое количество у тех, которые негативная информация. Те, которые в игровом режиме были, вот, либо какая-то поисковая деятельность, то есть это игра типа квестов. Вот, они практически не болели, притом, то есть при одинаковых, так скажем, температурных условиях. Вот такая интересная ситуация. Причем те двигались, и эти двигались. То есть эти моменты были учтены. Вот, поисковая активность дает тоже, так скажем, иммунитет. То есть те самые особи животных, люди, которые занимаются исследованием, посмотрите на этих самых чокнутых конструкторов, ученых. Я вот всегда удивлялся, смотря на эту профессуру, даже несмотря на вредные привычки, имеют многие, да, ну не многие, значительная часть. Они какие-то живчики, активные, прям такие бодренькие, у них все расписано, у них прям такой план. И те люди, которые не занимаются, так скажем, исследовательской деятельностью, это совершенно разные, так скажем, уровень качества жизни. И вот 70-90 лет у нас профессура, то все такие, на самом деле, большинство такие шустренькие, активные, то есть это поисковая такая исследовательская деятельность, вот, она таки помогает, да, несмотря на то, что они ни разу и не спортсмены. А если и то, и другое, ну, это вообще замечательно. Вот, поэтому поисковая активность, да, почему бы и нет. Что не учитывается, кстати, никем и нигде. Вот я не видел ни разу, кстати, вот вы впервые услышали, можно поспорить. Я любитель спорить. Да. Ну, мы уже болтаем больше часа, на самом деле, как бы уже более чем достаточно. Вы там пишите комментарии под видео, и мы вам, конечно же, ответим. Постараемся ответить, ну, да. Да, там, может быть, не за одно видео, а за 2, 3, ну, в общем, структурировано. Структурировано, да, так скажем. Вот. И
А то есть, приходят такие похожие сообщения в этом еще, в других чатах. В общем, да, на сегодня хватит, я думаю, а то это очень много, даже я уже даже все поняла, как я. Вот, мы сделаем так, допустим, одно будет в одном видео, другой ответ будет, может быть, в другом видео, как-то так, чтобы легче было это все найти, правда? Будет более так. Ну да, и мне родители, многие за голову хватаются, то есть у меня даже есть специализированные бланки. Вот, допустим, родители ко мне обращаются, я им даю информацию, у меня раскрытые консультации, то есть не 5-минутные, а там часовые, 45 минут. Вот, и родители смотрят, сколько информации, и там есть различные QR-коды. То есть на самом деле много информации я даю со ссылками, чтобы забыли, ничего страшного. То есть раз, и у меня авторские статьи. Что делать, чтобы реже болеть? Ваш ребенок может не болеть, у меня есть, так скажем, специально даже, вот я сейчас разрабатываю программу, что делать, чтобы реже болеть, что делать, чтобы быстрее выздоравливать. Есть просто замученные родители, у которых дети прям часто болеют. Длительный кашель. Почему я стал аллергологом, иммунологом? Вот это вопрос важный. То есть я постоянно думал, что же сделать вообще, что же я могу сделать, кто вообще этим занимается, кто может сделать. То есть не надо прям отчаиваться, если ребенок часто болеет, этим занимаются, кстати, часто аллергологи. То есть можно вот этот аллергический механизм, который запускает чокнутый прям кашель, вот его по-другому не назвать, сумасшедший кашель по-другому. Вот, это все можно представлять в себе, то есть можно делать такую профилактику, что у вас ребенок-то и не будет никакими реактивными такими длительными кашлями мучиться, страдать. А вторая часть, если вы хотите оградить ребенка от заболеваний, соответственно, пролечитесь сами. Понятно, что мы, родители, думаем только о детях, но если у вас какая-то хроническая инфекция, тензилит, там, гайморит и так далее, если вы не пролечитесь, то у вас будет как вот настольный теннис. Вы ребенка вылечили, сами не вылечились, заразили ребенка. Ну, таким образом, так я называю это бактериальным настольным теннисом. Как-нибудь я сниму видео именно вот по данному вопросу. Что делать, чтобы вообще семья перестала болеть? Это реально, кстати. Да. Ну тогда все, на сегодня хватит, пожалуй. Мы проговорили час, даже больше, чем час. Так плотно. Да, доктор, вы, наверное, все рассказали. Это, знаете, есть такое состояние, которое любят бизнесмены, они его прям, это поток, это когда время не ощущается, это когда нам интересно, у нас там, я люблю свою работу, вы свою работу любите, да, у нас прям, я думаю, 15 минут прошло, да, там значительное время, и гиперфокус, да, то есть мы сконцентрировались на чем-то конкретном, выдали максимально такую полезную, эксклюзивную информацию, больше в интернете вы нигде не найдете ее, но это факт. Вот, то есть я занимался, то, что я вам выдал, это на самом деле из десятков, там, я не знаю, может быть, сотен даже книг. Поисковая деятельность, найдите, попробуйте, да, Аршавского, Ротенберга. Научно-исследовательская деятельность Аршавского. Великолепная вещь, это вообще, так скажем, возрастная физиология, это прям основа того, что поможет нам, так скажем, вообще не болеть практически. Вот, порекомендовал вам семью Никитиных, что они делали, чтобы не болеть, вот, как помогают препараты, разобрали, да, ГВ, тоже интересные вопросы, ну вот. На такой объем огромной информации мы с вами постарались раскрыть вот эти вот самые темы интересные новогодние. Вот, что делать, чтобы не болеть. Ну и, наверное, пожелания какие-нибудь нестандартные от медика, который увлечен прям своей деятельностью. Стандартно я ничего не люблю, потому что движение, это развитие, это никогда уже не стандарт, это что-то плюс, так скажем. Желаю вам овладеть механизмами, так скажем, которое позволяет вам не болеть, не просто здоровье, это такое абстрактное философское, а владеть действительно, то есть болеющие, не болеющие, это люди, которые пользуются одними механизмами или не используют их, наоборот, вот, ну счастье тоже механизм, да, так скажем, вот, то есть это поисковая деятельность, это побольше, так скажем, радость не в алкоголе, понятно. Вот. И, ну, что еще пожелать? Я не знаю. Счастья, радости. Да. Так, ну на сегодня все. С доктором мы скоро встретимся. Я там еще готовлю тему про ТВ. Помните, вы мне рассказали? О, телевидение, да. Это, кстати, тоже на здоровье влияет. Там будет
телевидение, как скрытые механизмы на нас влияют, да, депрессивно, Вот, сейчас, минуточку. не депрессивно. Вот, то есть по поводу следующее будет, получается, материал по телевидению, как на нас, на наших детей влияет телевидение, средства массовой информации, какие скрытые механизмы, совершенно эксклюзивный материал там будет по поводу того, то есть многие знают, может быть, интересно, в комментариях напишите, многие или нет, что такое нейролингвистическое программирование, которое используется, ну и внушение используется при помощи средств массовой информации. А также я раскрою вопрос, что такое, вот, внимание, слушайте, нейровизуальное программирование. Дело в том, что 97% информации, как говорят офтальмологи, мои коллеги, мы получаем при помощи зрения. А нам до сих пор твердят про нейролингвистическое программирование, когда мы при помощи ушей воспринимаем меньшее количество информации. Вот эти вот моменты скрытые, так скажем, манипулирования, когда это усугубляет даже состояние здоровья, вот эти вот моменты я для вас раскрою в следующем, так скажем, в следующем выпуске. Да. На сегодня хватит, потому что атакуют меня еще в чате. Да. В Ютубе. Они смотрят в YouTube, а пишут в другом чате. Вот так всегда, вот так собери всех. Да. Ну, в общем, мы все разложим по полочкам, сделаем вам отдельные классные видео с замечательным доктором. Как у вас никнейм Финти доктор? Ой, Финти доктор, потому что детей своих называл Финти-пунтиками. Да. Вот, своих детей люблю, и чтобы такое название брендовое было позитивным. Ну, я, то есть, к детям, то есть, отношусь как к своим детям, чужих детей нет, даже родителей чужих нет, честно говоря. Каждый родитель важен. Помните про себя, про свое счастье, про свое здоровье, берегите себя. Вот, и, ну, до новых встреч. Да. Ну все, пока-пока. Пока-пока. Секундочку. Ну, прям супер насыщенно. Супер. Я думаю, таких блогов и эфиров вообще